Всем привет! Сегодня предлагаю 4 очень вкусных и классных салата для новогодней ночи или же праздника Рождества. Все салаты вкусные и необычные. А сейчас очень-очень вкусный салат, в который мы добавим очень необычный ингредиент. Итак, как вы уже поняли, нам нужно взять одну луковицу средних размеров, нарезать ее на маленькие-маленькие кубики. И после того, как вы ее нарежете, ее нам нужно будет замариновать. Нарезанную луковицу отправляем в глубокую тарелку. К луку добавляем 2 столовые ложки сахара, примерно пол чайной ложки соли и вливаем сразу же 2 столовые ложки уксуса. Уксус у меня обыкновенный, столовый, 9%. Берем ложку и лук с уксусом, сахаром и солью очень хорошо перемешиваем. И только после этого полностью весь лук заливаем кипятком так, чтобы примерно была полная тарелка воды. Еще раз все хорошо перемешиваем, тарелку нужно накрыть крышкой и в таком вот положении нужно оставить примерно на 10-15 минут. Далее нам понадобится 1/2 куриного филе, и вот это полностью все филе нужно постараться нарезать на маленькие-маленькие кубики. Сковородку устанавливаем на плиту, добавляем небольшое количество подсолнечного масла и обжариваем полностью все нарезанные кубики до золотистого цвета. Обжаренное куриное мясо отправляем в глубокую тарелку, в которой мы будем готовить салат, и отправляем его в холодное место для того, чтобы оно полностью остыло. Пока будет остывать мясо, нам нужно взять 10-15 шампиньонов небольших вот таких и нарезать на очень крупные куски. Смотрите, я одну шляпку разрезаю примерно на 6 частей. И после того, как вы понарезаете все грибы, их нужно будет обжарить самым любимым для вас способом. Тем временем, пока будут обжариваться грибы, нам нужно будет слить полностью всю воду с нашего маринованного лука. Смотрите, обжаренные грибы очень сильно уменьшились в объеме, но они стали не слишком маленькие, это очень хорошо. Мы их отправляем в отдельную тарелку и даем им полностью остыть. Ну а дальше самый вкусный продукт, который мы будем использовать, это чернослив. Он придаст для этого салата свой неповторимый вкус. Вот так вот черносливину одну разрезаем пополам, а затем нарезаем на небольшие кубики. У нас должно быть примерно 12-15 черносливин. Нарезанный кубиками чернослив мы будем отправлять в тарелку к уже остывшему куриному мясу. Далее для этого салата нам понадобится еще примерно 100 грамм корейской морковки. Но смотрите, один такой лайфхак. Если будете мариновать морковку сами, ее нужно сделать как можно меньше. Натирайте на самую маленькую терку. Если же вы сделаете так, как я, чтобы морковка была длинная, ее нужно взять нож и вот так вот нарезать на небольшие полоски. Всю измельченную корейскую морковку мы отправляем в общую тарелку к мясу и черносливу. Сразу же сюда мы отправляем полностью весь маринованный лук. Как видите, он уже полностью без жидкости. Далее нам нужно добавить примерно 5 столовых ложек консервированной сладкой кукурузы. И тоже из нее нужно предварительно убрать всю жидкость. И в самом конце мы сюда добавляем обжаренные шампиньоны, которые уже хорошо остыли. Затем вот это все нужно немножко посолить и поперчить. Соль и перец, как всегда, добавляйте все по своему вкусу. После этого берем ложку и вот так вот аккуратно в сухую все хорошо перемешиваем. После перемешивания, как обычно, нужно все попробовать, достаточно ли соли или перцу. Если мало, нужно добавить. Если нет, добавляем сюда всего лишь 2 столовые ложки майонеза. Но если вы посчитаете, что майонеза много или мало, можете добавить его по своему вкусу. Опять все хорошо перемешиваем, и после этого можно его будет распределить по небольших салатничках. Нежный, необычный и неповторимый вкус. Если вам понравился, обязательно поставьте лайк. Сегодня готовим салат по-королевски. Делается необычно, а получается очень-очень вкусно. И для начала нам понадобятся крабовые палочки, примерно 7-8 штук. Половину крабовых палочек мы нарезаем полукольцами, а половину вот так вот просто кольцами. Все нарезанные крабовые палочки отправляем в глубокую тарелку. Дальше нам понадобится 4 куриных яйца, отваренных вкрутую. Полностью все яйца нужно нарезать кубиками. Кубики у вас должны получиться средних размеров, не делайте слишком маленькие. Их также нужно отправить в глубокую тарелку к уже нарезанным крабовым палочкам. А дальше нам понадобится самое необычное, что можно использовать в салатах. Один апельсин. Его нужно очень хорошо очистить от кожуры. После того, как очистили апельсин от кожуры, стараемся разобрать его на дольки, но старайтесь делать так, чтобы он как можно меньше пустил сока. Каждую дольку нужно понарезать на вот такие вот небольшие треугольнички. Старайтесь нарезать аккуратно, не спеша, чтобы апельсин как можно меньше пустил сока. Ну а после того, как вы понарезали аккуратно апельсин, в общую тарелку, где мы будем мешать салат, нужно добавить 3 столовые ложки консервированной сладкой кукурузы. Еще нам понадобится один большой зубчик чеснока, и его нужно будет натереть на мелкую маленькую терку. И только после этого в общую тарелку мы будем добавлять уже нарезанный апельсин.
Дальше наш будущий салат нужно немного посолить и поперчить. Соль и перец добавляйте по своему вкусу. И в самом конце салат нужно заправить либо майонезом, либо сметаной, либо же несладким йогуртом. Я же добавил 2 столовые ложки майонеза. Затем нужно аккуратно все постараться перемешать. Перемешивайте так, чтобы все хорошо размешалось, но как можно меньше апельсин пустил сока. После того, как перемешали, аккуратно распределяем все по небольших салатничках и можно подавать на стол. Сам салатик получился необычный, красивый, ну а вкус воистину королевский. Так что, друзья, если вам понравилось, обязательно поставьте лайк. А этот, ну очень нереально вкусный салат Тайсон. Он как никогда подойдет на новогодний стол. Почему такое название у этого салата? Потому что здесь очень необычные продукты. И я уверен, очень многим зрителям это очень сильно не понравится. Но прежде нежели писать отзыв, что это вам не подходит, просто сделайте половину порции, попробуйте, и я уверен, ваше мнение изменится на 180 градусов. Берем одну половинку куриной грудки, ее нужно будет отварить любым удобным для вас способом с любимыми вашими специями. Ну а далее уже отваренную грудку нужно будет постараться нарезать на кубики средних размеров. Нарезайте полностью все, что вы сварили. Нарезанное мясо отправляем в отдельную глубокую тарелку. Затем нам понадобится консервированный ананас. Смотрите, они у меня вот такими вот большими кусочками. Их нужно будет разрезать на меньшие, так чтобы они были похожи на кубики, которые вы нарезали курицу. Такими вот большими кусками ананас оставлять не стоит. Ну и полностью все нарезанные ананасы мы отправляем в глубокую тарелку к мясу курицы. Следующее, что для этого салата нам нужно будет нарезать на кубики, это одно яблоко средних размеров. Смотрите, яблоко у вас должно быть сладким. Если хотите, можете очистить кожуру. Но так как яблоко у меня домашнее, и я уверен, что оно не обрабатывалось никакой химией, кожуру я не очищаю, потому что в ней очень много полезных витаминов. Ну и как я уже сказал, яблоко нужно будет нарезать на кубики примерно таких же размеров, как вы нарезали ананас и курицу. Его мы тоже отправляем в тарелку к остальным продуктам. После яблока берем 2 куриных яйца, отваренных вкрутую, и тоже их нарезаем на кубики. Не старайтесь яйца измельчить слишком мелко. Их мы также будем отправлять в общую тарелку. Последний продукт, который мы будем добавлять, это будет пол-банки консервированной кукурузы. Затем все, что есть в тарелке, нужно хотя бы немного перемешать. После перемешивания салат нужно будет обязательно посолить. И в самом конце заправляем все майонезом. Сколько добавлять майонезу, решать только вам. Ну а после майонеза я решил, что этот салат нужно еще немного поперчить. Перец добавлять не обязательно, а вот соль добавляйте по своему вкусу. Берем ложку, окончательно полностью все хорошо перемешиваем, раскладываем по салатничках, можно украсить по своему желанию и смело подавать к столу. Вот такая вот необычная красота у меня сегодня получилась. Самый традиционный, самый обязательный и самый новогодний салат – это оливье. Но я вас уверяю, сегодня мы приготовим самого большого конкурента салату оливье. И я бы сказал, что этот салат даже превзойдет легендарный оливье. Итак, для начала берем куриную грудку, нарезаем ее на маленькие-маленькие кусочки и отправляем нарезанное мясо в глубокую тарелку. И сейчас мясо нужно будет немного замариновать. Добавляем к мясу соль, черный молотый перец. Соль и перец добавляйте по своему вкусу. Берем 2-3 зубчика чеснока, и их нужно будет пропустить через чесночный пресс прямо в тарелку к мясу. А затем в тарелку к мясу нужно добавить соус. Обычно все блогеры добавляют соевый соус, но сегодня мы соевый соус добавлять не будем. Сегодня мы добавим гранатовый соус. После этого мясо нужно будет хорошо перемешать и оставить примерно на минут 15-20, чтобы оно замариновалось. А тем временем мы подготовим другие продукты. Знаю, что будете спрашивать в комментариях, что за соус я использовал. Вот так он выглядит. Покупал я его в местном супермаркете. Как и в салате оливье, все нарезанные кубиками продукты будем отправлять в глубокую тарелку. Вначале это будет отваренная заранее картошка. Затем нужно мелко нарезать маринованные шампиньоны. Как приготовить вкусные маринованные шампиньоны быстро? Ссылочка будет в описании под видео. Далее в тарелку отправляем половинку нарезанной небольшой луковицы маленькими кубиками. Затем отправляем в тарелку нарезанные кубиками 3 штуки отваренных вкрутую куриных яйца. И 3 маринованных огурца, которые мы тоже нарезали кубиками, отправляем в общую тарелку. Затем в тарелку нужно добавить еще консервированную сладкую кукурузу, примерно 0,7 банки. Банка у меня была 380 грамм. Далее нам понадобится еще небольшой пучок зелени, в моем случае это будет петрушка. Хорошо ее измельчаем и тоже отправляем в тарелку.
И последний продукт, который мы будем отправлять, это уже обжаренное куриное мясо. Оно у вас должно будет уже хорошо остыть. И полностью все мясо мы отправляем тоже в тарелку. Друзья, полностью подробный рецепт, сколько каких продуктов пошло на мой салат, читайте в описании под видео. После добавления всех продуктов в тарелку, будущий салат нужно будет хорошо посолить и поперчить. Соль и перец, как всегда, добавляйте по своему вкусу. Далее салат нужно будет заправить майонезом либо сметаной. Это уже у кого какое желание. И сколько добавлять майонезу сметаны, тоже добавляйте их по своему вкусу. Затем все очень хорошо и тщательно перемешиваем. И получается очень обалденный. И я вас точно уверяю, это будет самый большой конкурент салату оливье. Друзья, и прежде нежели вы будете писать, что салат оливье невозможно заменить никаким другим салатом, я вас прошу, вначале сделайте этот салат хотя бы половину порции. Попробуйте и только тогда напишите ваше мнение. Будет этот салат конкурентом или не будет? Возможно ли его заменить или невозможно? Ну что ж, вот такой вот красивый, необыкновенно вкусный салат получился. Если вам понравилась идея и рецепт, поставьте лайк. Не понравилось, поставьте дизлайк. Подписывайтесь на канал, поделитесь этим рецептом обязательно с друзьями. Я уверен, им очень все понравится. Ну а мы с вами встретимся в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока, всем до скорых встреч!